Привет! Меня зовут Светлана. Сегодня 8 мая 2021 года, и у нас очередной 14-й отчетный выпуск. Вышито 68,7%. Общее количество крестиков вышитых около 88 тысяч. Вот у нас появилась вторая рука, часть, правда, пока, пальчики. Посмотрите, как грациозно он поддерживает ножку бокала. Как он сложил пальчики, тут рука, ну, с такой нежностью. Молодец. Очень мне нравится. Так, ну что сказать по этому поводу, по этому отсеку. Много, конечно, единичек, ну как, даже не единичек, крупы. Вот прям один цвет, шурух, второй. Ну, по 30-40 крестиков, причем на значительных расстояниях друг от друга. Или бесконечно крепить надо, или протяжки. Ну, в общем, ну ничего. Все нормально, дело идет. Праздники вот закончатся. Всех, кстати, с наступающим Днем Победы. Все будет хорошо. Да, и вначале задам вопрос сразу для самых внимательных слушателей. Чем в Средневековье смазывали концы нитей, чтобы те не топорщились перед продеванием в игольное ушко? Ответ расскажу в течение нашего общения. Кто захочет, пишите в ответах в комментариях. Жду. Так, итак, в прошлом, 13-м выпуске, речь шла об инквизиции. Истоках, датах, цифрах. Основной акцент мы сделали на испанской инквизиции, которая славилась своей жестокостью. Да, и вот так вот совпало у нас 13-й выпуск и инквизиция. Все случайно, не подгадывала. При подготовке информации этого выпуска материал, как и в прошлый раз, прошел через мою личную цензуру. Отбирала только то, что, на мой взгляд, можно вообще читать, вслух произносить. Ну, не знаю, такие, конечно, страсти. Многое постаралась смягчить, что-то вырезать, что-то оставить за скобками. Ну, в общем, старалась как могла. Так, чтобы особо впечатлительных слушателей не ранить. Ну, в общем, успокаивает меня то, что в любой момент вы сможете меня остановить. Вот так. Картинка будет, как обычно, условно статичной, потому что в одной руке держу телефон, и у меня винодел дышит, живет, шевелится, в общем. Так что устраивайтесь поудобнее, берите иголочки. Начинаем. Охота на ведьм. Это уничтожение людей, подозреваемых в колдовстве. Уголовное преследование ведьм и колдунов известно с древности, но особого размаха достигло в Западной Европе конца XV – середины XVII веков. Как фразеологизм «охота на ведьм» означает доведенное до абсурда преследование инакомыслящих, неугодных, идеологических или политических противников и так далее. В католических странах дела о колдовстве иногда рассматривались церковным судом инквизицией. В протестантских странах подобные приговоры выносил исключительно светский суд. Распространены были также случаи самосуда над подозреваемыми в ведовстве. При следствии по делам о колдовстве нередко применялись пытки, впрочем, как и при других уголовных делах того времени.
а осужденных зачастую приговаривали к смерти. Итак, охота на ведьм. Преследование и жестокое истребление ведьм – одна из самых ужасных страниц в истории средневековой Европы. Так кем были ведьмы и в чем их вина? Как правило, гонения на ведьм мы оцениваем в отрыве от времени и условий, в которых они происходили. Поэтому нам кажется это чем-то необъяснимым и пугающим. Однако вера в существование ведьм, в их дьявольскую силу и уверенность в правильности действий Инквизиции не было чем-то неестественным для средневекового европейца. Охоту на ведьм открыл в 1484 году папа Иннокентий VIII, обнародовав буллу, акт, с величайшим рвением называющуюся, направленную против ведовства как антихристианской практики. Этот официальный документ не просто содержал факты объединения ведьм с нечистой силой, но давал полное право инквизиции преследовать и карать ведьм. Хотя не во все байки про дьявольские выходки колдуньи верил сам народ. Так называемое темное средневековье, годы между закатом Западной Римской и Восточной Римской империй, примерно от 500 до 1500 года нашей эры, имеет в наши дни прискорбную репутацию. Именно этой эпохе приписывают самые дурные деяния человечества, в частности, массовое сожжение ведьм. Для большинства охота на ведьм – явление пусть и ужасающее, но вполне отвечающее общему строю суеверного темного средневековья. Такая точка зрения весьма популярна и сегодня. А между тем ее легко опровергнуть с помощью хронологии. Большинство ведьм сгорело на кострах Инквизиции отнюдь не в начальный период средних веков. Эта практика появилась у отцов церкви в годы позднего Средневековья, так называемая Вторая Инквизиция и Ренессанса, века Просвещения. И не без активной, кстати, поддержки известных деятелей этой просвещенной эпохи. Вероятность попасть на костер в качестве ведьмы была во времена Лютера, Галилея и Гутенберга значительно большей, чем ранее. Гонение на колдуней набирало силу в Европе параллельно с развитием гуманизма и научного мировоззрения. Огонь и раньше был средством борьбы с еретиками, но именно процессы против ведьм привели к коллективному помешательству, которое человечество ранее не знало. Печально известная охота на ведьм длилась несколько столетий и унесла жизни, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч человек. Первые процессы начались примерно с начала XV века. Лишь в 1419 году в швейцарском городе Люцерне впервые было брошено слово «колдовство», и церковники стали вплотную заниматься этой темой. Правда, в XV веке колесо только раскручивалось, и казни были относительно редкими. Большая охота началась в середине XVI века и продолжалась примерно 200 лет. На этот период приходится около 100 тысяч процессов и около 50 тысяч жертв. Своего апогея эта истерия достигла в немецких княжествах, а также Швейцарии, Франции и Шотландии, в меньшей степени затронув Англию, Италию и Испанию. Да, Испания там, мы помним, своя была, тятя. И почти не коснулась Восточной Европы и России. Лишь несколько процессов было в Америке. Но вначале о массовой истерии говорить было еще рано. Даже когда в 1430 году Жанна д'Арк была сожжена на костре, все воспринимали эту казнь как политический процесс.
Истерия в поиске ведьм, которая по массовому затмению умов сравнима только с расовыми предрассудками нацистов, начала постепенно разворачиваться в странах, граничащих с Альпами, и вначале только тлела, пока в 1478 году не появилась знаменитая книга «Молот ведьм». «Молот ведьм» и другие аналогичные книги, так сказать, научно доказывали, что ведьмы существуют. Были подобраны очень ученые выражения, объясняющие, как их отличить от обычных людей, чем они опасны для других и как с ними бороться. «Молот ведьм» разделен на 3 части. Первая часть раскрывает сущность колдовства, которая заключается в предательстве истинной веры и поклонении дьяволу, с которым ведьмы вступают в тесный контакт. Вторая часть представляет собой классификацию совершаемых ведьмами преступных деяний и способов борьбы с ними. Третья часть носит уже практический характер, то есть содержит правила задержания ведьмы и исполнения приговора. Молот ведьм помогал узнать ведьму среди множества невиновных женщин и информировал должностных лиц о тех преступлениях, за которые они подвергались суду. Правда, при обвинении в ведовстве доказательная база ограничивалась обыкновенным доносом, а доносчик ничем не рисковал, поскольку в большинстве случаев ведьмы давали чистосердечное признание под пытками. Если же ведьма и под пытками отрицала вину, то это расценивалось как помощь от дьявола, и ее все равно вели на костер. По мнению авторов «Молота ведьм», женщины не имели права на собственные мысли. Когда женщина думает, она думает о плохом. Они слабее мужчины разумом и телом. По умственному развитию женщины подобны детям. У них более слабая память, и от природы им не дано быть дисциплинированными, а потому они следуют своим чувствам, а не долгу. На основании всего вышеизложенного был сделан вывод. Женщина лжива по самой своей природе, она хитрый и тайный враг. Этим и объясняется чудовищная цифра уничтоженных женщин. Лидером по антиведьминским пыткам и казням во времена Средневековья стала Германия. Количество жертв немецкой охоты на ведьм оценивается почти в 7 тысяч человек. Еще более 9 тысяч ведьм прошли через пытки. На втором месте 5,7 тысяч жертв идут земли, где сейчас находится Швейцария. На третьем – Франция, где казнили почти 1700 ведьм. Несчастную женщину, обвиняемую в колдовстве, судила католическая церковь. Обвинение было, как правило, стандартным. Колдовство, сношение с дьяволом и отречение от истинной веры. Оправдаться было практически невозможно. Варианта было 2. Признаться и получить относительно легкую смерть, могли придушить перед сожжением, или пойти на костер живьем и там сгореть без раскаяния. В любом случае без костра не обойтись. Только огонь очищает душу от грехов и избавляет от нечисти. Надо сказать, что костру предшествовали изощренные пытки, и очень многие признавались в совершенно абсурдных вещах. До сих пор историки теряются в догадках, что стояло за этим коллективным помешательством. Избыточное религиозное рвение, но вызывает сомнение то обстоятельство, что особенно активны были как раз не церковники и не невежественные мракобесы, а юристы и государственные чиновники, искушенные в параграфах законодательства и тонкостях юриспруденции. Современный историк Праузе пишет:
Это были ученые, университетские профессора, философы, юристы, то есть представители именно тех кругов общества, которые многие годы сопротивлялись темным домогательствам церкви, а теперь вдруг обратились в истинную веру и с жаром принялись искать и обличать ведьм. Когда весьма осторожный в вопросах веры и просвещенный император Максимилиан I, который весьма скептически относился к преследованию ведьм, попросил знаменитого гуманиста того времени прояснить этот вопрос, тот с жаром привел многочисленные типа научные доказательства. Даже знаменитый врач Парацельс и многие религиозные реформаторы, включая Мартина Лютера, поощряли охоту на ведьм и включались в нее, утверждая, что к ведьмам не может быть милосердия, ведь волшебство и заклинание – чертовщина. В чьих интересах велась охота за ведьмами, задает непростой вопрос писательница Мириам Стархак в книге «Мечты во мраке». Если поставить вопрос таким образом, то следует обратить внимание не только на христианские церкви, но и на другие группировки, которые были заинтересованы в истреблении ведьм. Так кто же были эти другие, которые также поддерживали преследования и принимали в них участие? Прежде всего, к ним принадлежали люди с коммерческой жилкой, количество которых значительно увеличилось к периоду позднего Средневековья. Эти люди начали рассматривать землю как товар, который можно покупать и продавать. Традиционное отношение к земле, которая была священным объектом поклонения, заключалось в том, что земля не принадлежала никому, даже землевладельцы не были ее хозяевами, в том смысле, что они не могли продавать землю тогда, когда им это захочется. Земля принадлежала общине. Даже у крестьян были определенные права. Право собирать в лесу хворост, право выпасать свой скот на общинных землях и, наконец, главное право – жить на этой земле. Землевладельцы эти права уважали. Однако по мере развития рыночной экономики землевладельцы стали экспроприировать землю в свою пользу и изгонять стоявших у них на пути крестьян. Капиталистическое понятие частной собственности стало теснить старые представления о земле как о священном объекте, который принадлежит всем людям общины. Пионеры капитализма в Америке обнаружили подобное отношение у коренных жителей американского континента и вынуждены были вести войну, как в физическом, так и в идеологическом смысле, чтобы искоренить туземные племена, чье представление о земле и духе стояло на пути того, что пионеры называли прогрессом. После огораживания, который начался в середине Средневековья и продлился вплоть до XIX века, разрушил традиционный уклад крестьянской жизни. Огородив общины и земли и установив на них свои законы, землевладельцы лишили крестьян их вековых прав. Феодальная концепция земли как единого организма, в котором есть место для всех элементов общества, постепенно была вытеснена рыночной экономикой. В ходе этого процесса обезлюднили целые деревни. Тысячи крестьянских семей были вынуждены перемещаться на неосвоенные земли или в растущие города, где они за зарплату работали на новых фабриках. Языческая жизнь деревни была разрушена. Соседи стали бояться соседей, и, как это часто случается в смутные времена, потребовались козлы отпущения. Церкви и богатым дельцам не составило труда использовать эту ситуацию к своей выгоде, организовав в различных местностях охоту на ведьм,
направленную против конкретных личностей, не отрекшихся от неудобной старой веры и боровшихся за образ жизни, основанный на единстве сельскохозяйственных угодий и священности земли. Помимо богатых дельцов и землевладельцев, стремившихся получить от земли побольше выгоды, в преследовании ведьм и целителей, которые практиковали методы лечения, отличные от тех, что преподавались в университетах того времени, были заинтересованы и представители тогдашней медицины. Усилия создать профессиональную медицинскую среду подразумевали доступ в эту среду только тем, кто закончил официальные учебные заведения. Естественно, что такие люди могли сами устанавливать размеры своих гонораров и отлучать от этой профессии любого, кого они считали непригодным к ней. А потому нет ничего удивительного в том, что они принялись утверждать, будто женщины не способны быть целителями. В «Молоте ведьм» было сказано: если женщина, не имеющая образования, осмеливается заниматься врачеванием, она ведьма и должна умереть. Ведьмы, конечно, учились своему ремеслу, но не в университетах. Они учились у природы, перенимали опыт старших женщин общины, сами экспериментировали с цветами и травами. Лечили-то ведьмы хорошо, и как раз это приводило в ярость медиков и церковь. В 1322 году одна женщина была арестована за врачевание и допрошена на медицинском факультете Парижского университета. Хотя в заключении было сказано, что она владела искусством хирургии и приготовления лекарств в гораздо большей степени, чем лучшие парижские доктора. Это, однако, не побудило медиков-мужчин относиться к женщинам-целительницам с уважением. У славян же инквизиции не было. Следовательно, и специальной программы по истреблению ведьм не было тоже. Но если уже ведьма действительно была и напакостила, и вред был очевиден, ее наказывали. А так славяне считали ведьму явлением вполне естественным. Ну, раз уж Бог позволил им существовать, то как мы можем возражать? Не трогает, и ладно. Частенько люди даже вступали за несправедливо обвиненную ведьму. Познание тайн природы не было грехом, а ведьма была скорее детем природы, чем порождением ада. Сегодня процессы против ведьм кажутся чудовищной несправедливостью в отношении ни в чем не повинных женщин. Действительно, почему именно на женщин, а не на мужчин обрушился гнев инквизиции? Самое простое объяснение – это отголоски языческой религии, где женщина занимала, как правило, роль жрицы, то есть находилась в постоянной связи со сверхъестественными силами. В данном случае ведьма – своеобразная трансформация жрицы, только отношение к ней сложилось прямо противоположное. Если жриц почитали, то ведьм несчастно истребляли. Дело в том, что на образ женщины в средние века в большей степени влиял не языческий культ, а библейское сказание о первородном грехе, от вины за которое женщине нельзя было отвертеться. Отсюда и культивируемое церковью презрение к женщине, наделение ее самыми плохими качествами, представление о ней как о сосуде зла, воплощении греха. По поверьям, ведьмы обладали большой силой и могли легко испортить жизнь любому человеку. С помощью своих снадобий и заклинаний они якобы могли навести порчу, сделать человека бесплодным, поменять пол человека, довести до смерти, управлять погодой, летать, создавать миражи и многое другое. При этом фантазия рассказчиков доходила до весьма страшных вещей. Вот одно из описаний обряда.
Надо детей, наверное, увести от экрана. Значит, чтобы вызывать жестокую гибель людей, ведьмы обычно выкапывают из земли трупы, особенно те, кто был казнен и повешен на виселице. Из этих мертвых тел, пользуясь теми же самыми инструментами пыток, которые используют и палачи, они получают материалы для своей магии, наделяя их необыкновенной силой с помощью заклинаний. Еще одним интересным вопросом является следующий. Как инквизиция распознавала ведьму? Инквизиторы дают достаточно подробное описание этих знаков. Поверхность тела одержимого отмечена и снаружи особыми знаками. Это небольшие места кожи, нечувствительные, бескровные и безжизненные. Они иногда образуют красные или черные пятна, но редко. Также редко они отмечены углублением кожи. Часто они находятся на глазных веках, на спине, на груди. Главный же признак, по которому в Средневековье отличали дьявольское пятно, его нечувствительность к боли. Поэтому при осмотре потенциальной ведьмы подозрительные пятна обязательно прокалывали иглой. И если на укол не следовала реакция, обвинение считалось доказанным. Описание ведьминых знаков очень напоминает симптоматику кожного заболевания. Возможно, что подавляющая часть людей, обвиненных в ведовстве, имела общую для всех болезнь. И лепра, так называется это заболевание, особенно подходит под все описанные выше симптомы. Вот что говорит о проказе медицинская энциклопедия. Начинается она обычно незаметно, иногда с общего недомогания и повышения температуры. Затем на коже появляются беловатые или красные пятна. На этих участках кожа становится нечувствительной к теплу и холоду, не ощущает прикосновения и боли. Не правда ли, картина болезни очень напоминает демонологические трактаты? В соответствии с современными медицинскими данными, нарушение чувствительности в кожных поражениях наблюдается практически только при лепре и ни при каком другом кожном заболевании. Можно ли в таком контексте говорить даже гипотетически, что колдуны и ведьмы, осужденные на смерть, были действительно в той или иной стадии поражены проказой, и что в основе гонения на ведьм лежало стремление средневекового общества обезопасить себя от страшного заболевания, распространение, кстати, которого в XV веке достигло своего апогея, не разбирая особо заражен, не заражен, а просто под влиянием панического страха. Справилась ли Европа к концу XVII века с эпидемией проказы, жестоко уничтожая прокаженных? Верили ли сами судьи в то, что отправляют на костер именно дьяволово отродье, а не больных и отверженных людей? Быть может, видя в ходе на ведьм и колдунов карантинную меру, а в судьях и палачах борцов с опасным недухом, исследователи излишне модернизируют явления более чем пятивековой давности, но косвенным доказательством версии о сходстве проказы и обвинений в ведовстве служит и характер процессов над ведьмами, ведь не зря в литературе им посвященной они именуются эпидемиями. Если предположить, что средневековые истребители ведьм и колдунов знали, с чем на самом деле сражаются, то логично их стремление как можно тщательнее изолировать от общества обвиненных в колдовстве. Многие авторы, например, Спиранский, упоминают о том, что ведьмы содержались в особых отдельных тюрьмах. Демонологи же в своих наставлениях предупреждают об опасности близкого контакта с ведьмами, а судьям рекомендуют при допросах избегать прикосновений колдуньи. Хотя
Теологи считали, что борющийся с ведьмами имеет благословение церкви, а потому не подвластен их чарам. Практика нередко говорила об обратном. В литературе известны случаи, когда в колдовстве обвиняли и палача, и судью, ведшего процессы. А в этом нет ничего удивительного. У них было достаточно возможностей заразиться, поскольку наибольшая опасность заражения грозила прежде всего родственникам и ближнему окружению, то если хоть один из членов семьи был казнен по обвинению в колдовстве, то на всех остальных всю жизнь лежало подозрение. И, кстати, инкубационный период лепры может составлять несколько лет, и любой контактирующий с зараженным внушал опасения. Нередко казнили всю семью ведьмы. Иногда очень редко с обвиняемого в колдовстве снимали обвинения, но и после освобождения он оставался по сути отверженным, подвергаясь строжайшему карантину. Ему запрещали входить в церковь или же отводили в ней особое место. Даже в собственном доме он жил изолированно. Вполне разумные предписания на случай возможной опасности заражения. Доказательством, подкрепляющим гипотезу, может быть стереотипный образ колдуньи, созданный народным сознанием. На костер всходили люди без различия пола, возраста, социального положения, и любой мог быть обвинен в колдовстве. А вот описания типичной ведьмы оказались наиболее устойчивыми. Английский историк Харт в работе «История ведовства» приводит свидетельства современников о том, как, по их мнению, выглядит типичная ведьма. Вот одно из них. Они кривые и горбатые. На их лицах постоянно лежит печать меланхолии, подвергающая в ужас всех окружающих. Их кожа покрыта какими-то пятнами. Старая, потрепанная жизнью корга находит, согнувшись дугой, свалившимися глазами, беззубая, с изборожденным ямами и морщинами лицом. Члены ее постоянно трясутся. Это очень похоже на внешний вид больного лепрой на последних стадиях развития заболевания. Кроме того, сообщает медицинская энциклопедия, в запущенных случаях выпадают брови, ушные мочки увеличиваются, выражение лица сильно изменяется, зрение слабеет до полной слепоты, голос становится хриплым. Типичная ведьма из сказки, разговаривает тоже охрипшим голосом и имеет длинный, резко выдающийся на лице нос. Это тоже не случайно. При лепре весьма часто поражается слизистая оболочка носа, что приводит к ее перфорации и деформации. Нередко развивается хронический фарингит. Поражение гортани приводит к хриплости. Впрочем, дьявольские знаки, принимавшиеся за печати сатаны, которые искали и находили у ведьмы средневековые инквизиторы, могли и не быть связаны с лепрозными симптомами. Это могли быть и обычные жировики, и язвочки, и тому подобное. То, что ведьмы зачастую не чувствовали боли от уколов, можно объяснить нервными заболеваниями и экзальтацией, вызванной страхом. Колдуньи впадали в состояние некоего транса, подобного тому, который наблюдается на сеансе гипнотизера. Вполне возможно, что мистический страх перед проказой и прокаженными и ограниченность медицинских познаний приводили к перестраховкам и чудовищной жестокости в отношении попавших под подозрение.
Важным моментом, свидетельствующим против гипотезы о том, что преследование ведьм было методом борьбы с проказой, является тот факт, что большинство источников называет главным способом обуздания проказы изоляцию больных. Человек, который признавался прокаженным, изгонялся из общества. Его публично отпевали в церкви, а затем помещали в лепрозорий, после чего он считался мертвым как перед церковью, так и перед обществом. Он не мог больше ничего зарабатывать или наследовать. Идея изоляции прокаженных от общества возникла в Западной Европе еще в VI веке, когда монахи ордена святого Лазаря на территории Италии посвятили себя уходу за прокаженными. Изгнание больных в лепрозории было не физическим уничтожением, а скорее символическим. Отпевание как покойника и лишение гражданских прав. А ведь ведьм именно уничтожали, сжигая живьем. Также нужно принимать во внимание, что средством поиска новых ведьм отнюдь не только медицинский осмотр, а в первую очередь собирание доносов и выколачивание под пыткой признания о сообщниках, а также то, что средства борьбы с ведьмами – сжигание их именно заживо. Жертву пытали и не только уколами в пятна дьявола. К диагностике проказы испанские сапоги, пытка водой, многочисленные щипцы и клещи, жаровни, дыбы и прочие адские приспособления тоже имели весьма слабое отношение. Пытаемые кричали и корчились от боли. Разве это не доказывает, что они вовсе не были больными проказой, при которой чувствительность членов теряется? Надо ли дробить ногу до кости, чтобы исследовать, имеется ли в ноге чувствительность или нет? Надо ли выдергивать руки и ноги из суставов для того, чтобы выявить проказу? Нужен ли огонь? Нужны ли мучения живой жертвы на костре? Нужно ли собирать зрителей на сжигание человека, больного проказой? Для средневековых инквизиторов было важно, чтобы жертва была жива в момент казни. Мучения жертвы были необходимы для очищения души. Остальные должны были увидеть это, чтобы бояться, чтобы стать послушными. Если же сжигание ведьм – это всего лишь карантинная мера, то для чего сжигать ведьм тогда именно живьем? И почему в этом случае не сжигали собственность выявленных ведьм, а она переходила к церкви? Не для того же, чтобы заразиться, инквизиторы пополняли свою казну богатствами, отобранными у ведьм. Охота на ведьм являлась великолепной карательной мерой, а наглядность того, что ожидает отступницы и отступников, была гарантией, что не появятся новые ведьмы. Такова вкратце история войны с ведьмами, которая велась на протяжении 150 лет беспощадным молотом ведьм. Вера в существование ведьм и безупречная работа инквизиции надолго превратили Европу в один огромный костер, в котором сгорало всяческое здравомыслие и христианское человеколюбие. Первой страной, в которой было отменено уголовное наказание за колдовство, стала Великобритания. Это произошло в 1735 году. Последней казненной в Европе за колдовство считается Анна Гёльди, казненная в Швейцарии в 1782 году. Она под пытками созналась в колдовстве, однако официально была приговорена к смерти за отравление. Однако обвинения в колдовстве встречались в судебной практике германских государств Великобритании до конца первой четверти XIX века,
хотя колдовство как таковое уже не служило основанием для уголовной ответственности. Восточная же Европа почти не испытала охоты на ведьм. Американская исследовательница Валерий Кивельсон полагает, что ведовская истерия не коснулась православного русского царства, поскольку православные богословы были меньше поглощены идеей греховности плоти, чем католические и протестантские, и, соответственно, женщина, как телесное существо, беспокоила и пугала православных христиан меньше. Православные священники были осторожны в своих проповедях на тему колдовства и порчи и стремились препятствовать народным самосудам над колдунами и ведьмами. Православие не испытало того глубокого кризиса, который вылился на Западе в реформацию и привел к долгой эпохе религиозных войн. Тем не менее, и в русском царстве Кивельсон обнаружила сведения о 258 ведомских процессах, в ходе 106 из которых к обвиняемым применялись пытки, причем более жестокие, чем по другим делам, кроме, конечно, связанных с государственной изменой. Вот что хотелось сказать сегодня на эту тему. Ну, и чтобы немного разбавить, расскажу о 10 интересных фактах о средних веках. Средневековье – это время, окруженное ореолом навсегда ушедшей романтики. Отважные рыцари, гордые короли, прекрасные принцессы. По крайней мере, именно так все описывается в художественной литературе. На деле же все было не совсем так. В средних веках в Европе мыться было не принято. Этот полезный обычай попал на европейские земли позднее. Его занесли странствующие рыцари из крестовых походов, которые в свою очередь переняли его у сарацинов. Именно поэтому у средневекового дворянства были так популярны разнообразные духи. Они отбивали неприятные запахи. С туалетами дело обстояло тоже не лучше. Например, в Лувре, знаменитой резиденции французских королей, не было ни одного туалета. Собак обычно допускали на пиры, а объедки им кидали прямо под стол. Эталоном же красоты в Средневековье считался высокий лоб. Многие модницы даже выщипывали часть волос, чтобы подчеркнуть красоту своего лба. Именно поэтому, кстати, у знаменитой Монны Лизы такой высокий лоб. Средневековые врачи, кстати, считали ненужной блажью мыть руки перед осмотром пациента. Теперь, внимание, ответ на вопрос, звучавший в начале видео. Ушная сера в Средневековье использовалась в портняжном деле. Ей смазывали концы нитей, чтобы те не топорщились перед продеванием в игольное ушко. Пуговицы в средние века служили статусным предметом. Так, на одном из нарядов короля Франции Франциска I их насчитывалось более 16 тысяч. Та-дам! Наиболее популярным напитком в Средневековье было пиво, как мы с вами помним из предыдущих выпусков. И связано это было не с алкоголизмом, а с тем, что в процессе брожения не слишком чистая вода становилась менее опасна для пищеварительной системы. В некоторых средневековых монастырях провинившихся монахов в качестве наказания, в прямом смысле слова, заставляли толочь воду в ступе. И, наконец, пряности в средние века стоили так дорого не только потому, что позволяли разнообразить вкус блюд, но еще и потому, что позволяли дольше сохранить мясо. Конечно, мясо также попросту засаливали, но этот способ более негативно сказывался на вкусовых качествах пищи.
Ну, а на сегодня, девочки, будем заканчивать наш выпуск. Всем желаю мира, тепла, здоровья, всех благ. Встретимся в комментариях. А? Ну, а пока, пока-пока.